У меня есть китайская пила, есть шуруповерт, шлифмашинка, есть краскопульт, зонтик, станок для бритья и прочее. Все это тоже китайское. Закрадывается вопрос, а случайно я не китаец? Нет, посмотрел в зеркало, вроде бы европейская внешность. И вот я подумал, если у меня все китайское, почему у меня до сих пор нет китайской машины? Привет! Моя новая покупка. Cherry Tiggo 4, 1.5 турбо, 147 лошадей на роботе. В этом ролике не будет обзора данного автомобиля. Подобной информации предостаточно на просторах интернета как от топовых блогеров, так и от любителей. Мой канал не автомобильный, поэтому, скорее всего, будет просто раздел, посвященный этому черику. Именно связки 1,5-литрового движка турбированного и коробки робота, что у нас в России не очень любят и считают это ненадежно. Вот посмотрим. Гарантия у него 5 лет или 150 тысяч, и как он себя поведет за этот период. Будут какие-то проблемы, либо наоборот это все будет пройдет без проблем, безболезненно. Перед началом давайте определимся, что мы все мальчики взрослые, и чтобы потом не было мучительно больно, мы примем одно решение, что здесь все стоит китайское. Даже если электроника имеет лейблы Bosch, то он тоже сделан в Китае. Но это и все, на этом мы остановимся. Это производство Китай. Ну что ж, начнем. Как я сказал, машинка пробежала всего 400 километров, поэтому выводы делать пока еще рано. Можно лишь поделиться своими первыми впечатлениями, плюсами и минусами, которые сейчас на данный момент уже более-менее определился. И начнем с неоднозначного определения. Первое – это размер машины. Он небольшой, это как плюс, так и минус. Что касается меня, человека, привыкшего пользоваться среднеразмерными паркетниками, я считаю вот данный размер черика плюсом, его небольшой размер внешний. С внутренним мы поговорим потом. Для парковки в Москве, ну и смею предположить, что в крупных городах это довольно актуально, небольшой размер. Приходится много искать места в подворотнях, в дворах и не зная где вдоль дорог, куда-то в какие-то щели засовываться, поэтому маленький размер в данном случае для меня это плюс. К недостаткам можно отнести небольшой багажник. Ну а что вы хотите, покупая небольшую машину, рассчитывать на большой багажник, это по меньшей мере наивно. Но маленький багажник компенсируется салоном, про это мы чуть попозже расскажем. Да, здесь нету большого объема, здесь лежит докатка, и под полом багажника нету места практически, то есть здесь нет никаких органайзеров и никакого пространства для размещения более-менее чего-то нужного, но как есть, так есть. Кстати, здесь надо бы сделать шумку, а может быть сниму про это видео. Ну что ж, едем дальше. Колеса. Ну как бы не относительный недостаток, они, конечно, большие и красивые, но данный профиль, здесь стоят колеса 215/55 на 18, вот 55 профиль, вот это вот. Это, конечно, все хорошо, но это, скорее всего, для каких-то цивилизованных стран с ровными дорогами. Для нас это, для меня, я это считаю недостатком. Довольно это дело опасное, учитывая наши дороги. То есть диск может у вас быть поврежден. Я привык к большим колесам, где до диска еще надо достать. Но здесь, что есть, то есть. И плюс этой размерности тяжело найти в интернете. И колеса в данном размере довольно дорогие. Начинаются где-то от 9 тысяч зимние колеса. Сейчас надо покупать комплект и выходит почти в 40 тысяч. Причем, если сюда ставить колеса 225, то цена сразу падает. И колеса где-то около 6 тысяч более-менее нормальные. Здесь стоят колеса Maxxis. Но это не показатель, потому что на каждом салоне, в каждом салоне они будут свои. Я так понимаю, потому что сколько смотрел видео, у всех колеса разные. Шумка тоже недостаток. Но опять же, машина дешевая. На 21 год, 12 мая она покупалась, стоит она в районе 1 450 000, 1 480 000. Шумки, конечно, здесь нету. Точнее сказать, шумка есть, но тоже постольку-поскольку. Далее, колесная арка заднего колеса. Вот отсюда, с этого ракурса хорошо видно. В колесной арке есть выемка, прорезь. Вот тут, в этом месте. За колесом. Выходит она в сторону заднего бампера. То есть все, что будет лететь из-под колеса, будет скапливаться на заднем бампере. Возможно, этот вариант сделан для Европы и для Китая, и у них там более цивилизованные условия эксплуатации, но в России это будет так. То есть надо будет постоянно задний бампер чистить. Ну, как мне кажется, по процессе эксплуатации посмотрим, что будет зимой. Но это оно есть. И это решение совсем непонятно, для чего это.
Раз уж мы пошли по колесным аркам, теперь переходим к передней колесной арке. Это правое колесо. Открытые элементы. Приводной ремень. И с другой стороны также. Но для чего это сделано, опять же, непонятно. Но еще раз повторюсь, скорее всего, это делалось для других стран. С этим вопросом надо что-то делать. В интернете есть информация и решение этого вопроса. Надо будет какой-то вариант из этих выбрать. Но закрывать это надо. Это не для России. Так, с этим недостатком тоже решили. Еще недостаток, по моему мнению, это отсутствие противотуманок и своеобразная работа дневных ходовых огней. Они работают только самостоятельно, без подсветки задних фонарей, и при включении основного света фары, ходовые огни отключаются. Тоже непонятно их предназначение и как их использовать не совсем ясно. Это еще один недостаток. Отсутствие газовых упоров. Для многих это тоже недостаток, но для меня это не так важно. И машина на гарантии, что сюда лазить лишний раз, кроме как проверить масло и проверить жидкости. Я не знаю, это относительный недостаток, кому как. Для меня он роли не играет. Вот, кстати, здесь, как я говорил, стоят лейблы Bosch, Valeo и так далее. Но опять же мы скажем все, что это сделано в Китае, поэтому считаться это будет все китайцы. Но про газовые упоры я сказал, это не столько недостаток, это кому как. На вкус и цвет товарища нет. Можно, конечно, их поставить. В интернете комплект стоит 2000 рублей вместе с газовыми упорами, я имею в виду на AliExpress. Поэтому это особой проблемой не является, но, конечно, лучше было бы, если бы это шло сразу с завода-изготовителя. Еще недостаток, как я понимаю, всех китайских машин, это отсутствие оцинковки на капоте и крыше. Но что есть, то есть. Это вопрос решается затягиванием в пленку данных элементов. Еще один недостаток – это воздушный поток. Открываешь окно, щелку чуть побольше, чуть поменьше, очень сильно дует в голову на ходу. Поставил дефлекторы, но ситуацию это в корне не изменило. Чуть-чуть улучшило, но осталось так, как есть. Это достаточно существенный недостаток. Следующий недостаток – пороги. Хорошая идея закрыть пороги, сделать их типа чистыми, но это не получается. Резинки эти не работают. Машина покупалась в 2021 году, я уже говорил. И до сих пор этот вопрос не решен. Все равно грязь сюда прилетает. Здесь, значит, надо проклеивать уплотнитель. Уплотнитель я уже в интернете заказал. Но опять же, это все доработки делать надо самому. И это есть недостаток, хотя он и легко устраним. Еще один недостаток, который был обнаружен, это воздушный клапан в салоне, то есть для закрывания двери. Вот я хлопаю дверью, и что-то двигается, на вроде крышки багажника. Либо не срабатывает клапан, перепускной воздуха из салона, либо его тут просто нету. Закрываешь, когда со стуком, это так не слышно. А вот когда хлопаешь, то звук как будто ходит крышка багажника. Но крышка багажника стоит плотно, что-то где-то двигается внутри. Ну, это поскольку это, конечно, на скорость не влияет, но все же эта штука есть и присутствует. Ну что, с недостатками, наверное, надо заканчивать. Уже и так приличное количество их назвал. Переходим к достоинствам. А достоинство данного автомобиля – это его размер. Маленький размер, это же маленький размер, это же достоинство. Это вообще просто. Я говорю, сейчас я от этой машины балдею, хотя она похожа на головастика. Ну, перейдем в салон. Еще одно достоинство, что сразу бросается в глаза, попадая в салон, это качество и отделка материалами. Это уже давно не китаец, это, скорее всего, европеец, и, может, даже превышающий европейские машины в каких-то моментах и каких-то случаях. Приличный дермантин, приличная отделка карт дверей, приличная отделка торпеды и центральной консоли. Все это дело вызывает только восхищение. Далее по салону. Салон, опять же, я буду сравнивать с своим последним автомобилем Santa Fe. Салон здесь под
что компенсирует недостачу багажника, это салон. Салон здесь по ощущениям достаточно большой. Жена мне тоже говорит, что салон практически такой же, как в Санта-Фе. Может, даже ощущается внутренне, или это от покупки нового автомобиля еще эйфория не прошла, но ощущается, как будто он больше, чем Санта-Фе. Во всяком случае, мы с женой, садясь в машину на переднее сиденье, стучались локтями друг об друга. Здесь у нас такого не происходит. Еще какие достоинства есть у данного автомобиля? Текущее время 6 часов утра. Вот, видите? Музыка здесь тоже хорошая. Все включилось сразу, и время, и 6 утра. Кстати, 6 утра время, я не сплю, снимаю видео. Значит, про что я говорил, сбила меня эта информация. Я думал, что уже 10. Шучу. Ладно, какое достоинство, перетекающее из недостатка? Это коробка-робот и турбированный двигатель. В каком-то моменте можно считать это недостатком, в каком-то моменте можно считать это положительным плюсом. Машинка довольно резвая. Ну, сами видите, пробег здесь небольшой, 400 километров. Конечно, весь потенциал этой машины раскрыть невозможно, но уже чувствуется в машине мощь. Машина небольшая, я имею в виду по размерам и по весу. А движок и коробка достаточно хорошо, я как понимаю, слажены. Опять же, все это будем проверять, и будет видно все это в дальнейшем. Но вот это вот я считаю достоинством. Маленькая машина, мощный движок. Ну, относительно, конечно, мощный. Можно было бы сюда, конечно, и 300 лошадей воткнуть, кто-то скажет. Но 150 достаточно. И это мы отнесем к достоинствам. В первом случае это было недостатком, когда мы рассматриваем снаружи, когда мы сидим внутри и давим на педальку. Это мы считаем достоинство. 5 лет гарантии. Будем надеяться, что все свои 5 лет он отработает достойно. Далее. Расход бензина, опять же, мы не смотрим, потому что небольшой пробег. И, насколько я понимаю, данная машина еще, вернее, данный компьютер еще адаптируется к процессу вождения этого автомобиля и не может вывести правильные показания, потому что вот запас хода, что относительно запаса хода, потому что на предыдущих машинах у меня работало все как-то более-менее корректно, и все было понятно. Я заправил машину, мне показывает запас хода 650 километров, все, он у меня есть 650 километров, и он у меня идет только на снижение. Чем больше я пробежал, тем больше снижение скорости. Чем больше я давлю на педальку, тем больше запас хода. Чем больше я давлю на педальку, тем запас хода быстрее уменьшается. Все, он у меня в увеличении никогда не шел. Здесь работает своеобразно. Здесь вот запас хода уже давно держится в районе 70 километров, но он пляшет. Это уже сейчас под конец. Бак был заправлен полностью 92-м бензином. Здесь прошел я 400 километров, 391, и осталось мне 71 километр. Вот этот 71 километр у меня пляшет туда-сюда. То мне показывает 80, то 90 километров, то опять у меня сбрасывает на 60, то опять поднимается на 70. Я это связываю с тем, что пробег на машине небольшой, и компьютер адаптируется к процессу вождения. И потом я думаю, что в процессе увеличения вот этого самого пробега машины будет более-менее корректно это все дело работать. Но пока что определиться с запасом хода невозможно. Показывает деления, две шкалы на топливном баке. Но здесь 71 километр, и это уже длится очень долгое время. Что касательно музыки. Музыка мне здесь понравилась. Стоит 6 колонок. Да, конечно, может быть, это не премиальный класс, но звучит она достойно. Для меня, я не меломан, в машине я музыку особо не слушаю. Так, в фоновом режиме все время она у меня работает. Но мне это понравилось. Связывается хорошо это аппарат этот с телефоном. Хорошо читает флешки, записи, я имею в виду. В общем, претензий к этому нет. Ну, я говорю, для меня это поскольку мне здесь вот этот раздел меня не сильно интересует. Ну, что-то недостатков получилось больше, чем достоинств, но это так на первый взгляд кажется, потому что, естественно, хорошему человеку привыкает быстро, а плохое, и оно всегда бросается в глаза. Поэтому, естественно, машина мне нравится, и машиной я доволен, и жена довольна. С этим делом все хорошо. Хочется рассказать немного о первых своих впечатлениях от вождения именно на роботе. Когда я забирал машину из салона, пробег был на одометре что-то в районе, там, не знаю, 4-8 километров, и выезжал я из салона, и мне очень не понравилось поведение коробки. Машина все время дергалась,
дергалась. Может быть, я не привык к езде именно к этой педали. Естественно, к каждой машине надо привыкать. Но все равно в первые 100 километров и машина ездила достаточно подозрительно, так скажем. Неприятные тычки происходили на малой скорости. Если идешь либо накатом, либо малой скорости натягом, то есть передвигаешься где-то по дворам или в каких-то, не знаю, сложных ситуациях на перекрестках, машина все время подтыкивала коробку. И это было довольно неприятно и непривычно это было. Вот прошел 100 километров, где-то 100, может быть 150 километров я прошел. Возможно, детали какие-то притерлись, потому что машина была новая. Возможно, я более привык к этой педали, к этому общению с этой машиной. Машина пошла, конечно, поплавнее. На скорости переключается, да, вопросов нет, никаких тычков, ничего. Коробка ведет себя незаметно. Но опять же, относительно пробега и относительно гарантийных обязательств надо эксплуатировать ее не превышая 100 километров и не используя резких ускорений. Но вот на данный момент я могу сказать, что машина, да, стала вести себя более адекватной. У меня будет вопросик к уже достаточно опытным тяговодам по поводу турбины. Не будем сейчас использовать никаких названий излишних по этой турбине, просто китайской турбине, которая здесь установлена. У меня все предыдущие машины были оборудованы турботаймерами. Я приезжал, ставил машину, закрывал ее, уходил по своим делам, машина какой-то по продолжительности времени работала, турбина якобы, ну так считается, что она охлаждалась, по ней гналось масло, и машина через какое-то время сама глушилась уже без наличия хозяина. Здесь по привычке тоже, так, человек понимает, что такое турбина, по привычке я приезжаю в конечную точку, останавливаюсь, выхожу, и какое-то время машина работает, я вокруг нее хожу, жду, потому что нет турботаймера. Хочу, конечно, установить сигнализацию с турботаймером, но пока его нету, я вокруг машины хожу, жду по 5 минут, 5-7 минут, пока она поработает, и, естественно, ее выключаю. Но заметил какую странную вещь. Под машиной, вернее, под капотом что-то жужжит. Когда выключаешь машину, что-то жужжит. Ну, полез под капот посмотреть, наклонился, есть какое-то тихое жужжание, похожее как раз на работу насоса. Потрогал патрубки, ведущие на турбину. Да, такое ощущение, что по ним насос гонит масло. Но это так, по ощущениям. Вот я хотел спросить у опытных тяговодов, есть здесь такая функция? И как она работает? И считается ли это охлаждением турбины? И считается ли это встроенным турботаймером? Либо это просто, не знаю, какой-то, не знаю, ну, я даже не знаю определить, что это. Вот тяговоды, которые опытные, скажите, если есть у кого-то такая информация. Потому что я такого не нашел. Хочу поехать на ТО и спросить у дилера, но на данный момент такой информации не нашел. Если у кого-то есть она, напишите в комментариях по этому вопросу. Достаточно интересная тема. Если кому-то будет интересно по поводу страховки, значит, каска на нее 43 800, но мне сделали скидку, за 40 тысяч получилась каска. ОСАГО 7,5, но ОСАГО без скидки, не знаю, как так вышло, почему я не смог выбить скидку, но как есть, так есть. ОСАГО 7,5 тысяч. Это по поводу страховки. Ну и в заключение, наверное, скомканный какой-то такой обзор получился, но я, в принципе-то, и не автоблогер, и не подготовлен к ведению таких репортажей. Это так, на эмоциях, на покупке. Просто хотел рассказать, что мне в этой машине нравится, что не нравится, ну и завести такую страничку в своем разделе, в своем канале. Именно по отслеживанию вот поведения, то, что в России считается нежелательным, это робот и сухой робот, причем сухой робот и турбина на 1,5-литровом движке. Вся эта китайская связка. А в остальном машина мне нравится, жене машина нравится. Самое главное, чтобы нам нравилась машина. В салоне обалденно, это основной плюс. Ну, естественно, что если будут какие-то, там, не знаю, проблемы с ней, все это будет выложено на канале. Ну, может быть, какие-то дополнения, которые будут еще. Сейчас вот заказал резинки антискольные на края двери. Сейчас из Китая придут, может быть, сниму, как их буду устанавливать и что это такое. Может быть, кто-то еще этого не знает. Надо будет порожки заклеить типа карбоном, чтобы не сдирать, не царапать краску, когда садишься при посадке, высадке и так далее. Ну, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.